Всем привет! Сегодня покажу процесс росписи вот такой кружки. Я выбрала чашку в нежном оттенке лаванды, акриловые контуры и краску белого цвета. Спиртом обезжирю поверхность кружки. Белой краской в разброс наношу круги разного диаметра. Оставлю кружку минут на 10-15, чтобы круги подсохли и краска не растекалась. И теперь начинается самое интересное – процесс точечной росписи. Точечная роспись – это особый вид рисования, когда рисунок создается из точек. Я использую акриловые контуры по стеклу и керамике кораллового, лаймового, телесного и фиолетового цветов. Подобрала 4 оттенка, гармонирующих цветом самой кружки. Можно подобрать больше или меньше количество цветов. Все по вкусу, желанию, настроению. Чередуя цвета контуров, обводим белый круг основу. Можно придерживаться строгой последовательности цветов, тогда дизайн будет более строгий. Я решила так не делать. Точки ставим аккуратно, одна к другой, чтобы получались ровные круги. Периодически носик контура надо протирать. На нем наслаиваются остатки краски, и эти излишки могут запачкать рисунок. Точечный дизайн не любит спешки. Роспись выполнялась медленно и аккуратно. К примеру, в видео процесс ускорен 13-15 раз. Таким способом вы можете сделать уникальный декор для вашей кухни. Либо своими руками сделать подарок для близкого человека. Такой полезный подарок обязательно понравится. Любимый напиток будет еще вкуснее.
Так как моей кружки дно не плоское, а немного вдавленное, я его тоже украшу. Такой узор не будет мешать в использовании. Ставить кружку на стол будет удобно. Сам рисунок будет виден окружающим во время чаепитий. Обычно на красках написаны рекомендации по использованию. На контурах декола указано, что готовое изделие следует высушить в течение 3 суток. Для обеспечения большей долговечности расписанное изделие можно прогреть в духовке при температуре до 100 градусов в течение 30 минут. Мыть изделие можно теплой водой без сильного механического воздействия. Смотрите другие мои мастер-классы по росписи керамики. Подписывайтесь на канал, новые видео выходят каждую неделю. Вот такая кружечка получилась. Чаепитие с такой стильной кружкой будет намного приятней. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Желаю удачи в вашем творчестве.